Думаете, самый неприступный замок – это тот, у которого стены потолще да башни повыше? Тогда представьте замок, вросший прямо в отвесную скалу. До него не дотянется ни одно ядро. Или крепость, которая с виду обычная, но внутри прячет лабиринт, погубивший сотни захватчиков. Все еще думаете, что знаете о средневековых замках все? В этом видео 6 самых необычных крепостей, которые так и не смогли взять силой. А в финале – крепость в открытом море, которую враг придумал взять безумным способом – осушить сам пролив. Что спасло крепость в последний момент? Досмотрите до конца. Представьте огромную армию у стен крепости. Захватчики перекрыли все пути снабжения и уверены – внутри давно закончились запасы. На стенах замка пусто и не видно ни одного защитника. Кажется, гарнизон вымер от голода, и крепость вот-вот падет сама. Наконец-то полководец дает команду штурма. Тысячи солдат начинают переход по дороге, ведущей к ее вратам. Казалось, всего несколько часов, и крепость будет захвачена. Но вдруг солдаты оборачиваются от странного звука. За их спинами, там, откуда они только что пришли, появилась тонкая белая полоса. Сначала она кажется обманом зрения, но она растет и быстро приближается. Вместе с ней идет низкий гул, от которого у солдат стынет кровь. Оказалось, что возвращается море, и оно не просто течет, оно идет убивать. В рядах вспыхивает паника. Солдаты бросают оружие, пытаются бежать, но бежать некуда. Дорога, по которой они пришли, уже исчезла под водой. Людей в тяжелых доспехах, коней, орудия – все захлестывает за считанные минуты. Знакомьтесь, это Мон-Сен-Мишель. Во время морских приливов она полностью отрезана от суши и превращается в остров. Но вода не единственное оружие этой крепости. У нее есть и второй убийца, еще более коварный. Здесь, в заливе Мон-Сен-Мишель, приливы одни из самых сильных в Европе. Разница между полной и малой водой достигает 14 метров. И вот что решало все. Приливы подчиняются Луне и просчитываются наперед. Защитники знали их график идеально. В итоге крепость побеждала не толщиной стен, а знанием природы. А второй убийца открывался как раз после отлива воды. Дело в том, что рядом с твердыми тропами, по которым можно пройти, лежат участки зыбучих песков. На вид та же ровная поверхность, но стоит шагнуть в сторону, и песок засасывает. Чем сильнее дергаешься, тем глубже уходишь. Для рыцаря в доспехах – верная смерть. Но представьте, что врагу все-таки повезло. Он угадал отлив и добрался до ворот живым. И вот тут открывается третий убийца – сама крепость. Стены здесь не стоят на земле, они будто вырастают из гранита. Ни одного ровного метра, куда можно приставить лестницу. А когда враг все-таки прорывался за стены, начинался ад. Узкие крутые улочки становились смертельным лабиринтом, где каждый дом превращался в отдельную маленькую крепость. Сверху на головы летели камни и лился кипяток. Пробить стену было только полдела. Дальше нужно было выжить в самом городе, и это не удавалось никому. Мало кто знает, но Мон-Сен-Мишель прежде всего аббатство, посвященное архангелу Михаилу. И главное сокровище этого места – знание. В скриптории при свечах монахи от руки переписывали сотни книг – Библии, трактаты и труды древних. Крепость даже прозвали «городом книг». Но представим другую ситуацию. Некоторые армии знали про приливы и хотели взять крепость измором. Они стояли лагерем на суше и держали долгую осаду. Но у крепости была своя хитрость. В Мон-Сен-Мишель завозили провизию корабли, которых не могли перекрыть захватчики. В заливе местные жители ловили рыбу, которая помогала не умереть от голода. Пресную воду собирали в большие каменные цистерны, что позволяло добиться автономности. За много веков крепость Мон-Сен-Мишель так и не удалось захватить никому. Но здесь замок защищала вода. А вот следующую крепость едва не погубило ее отсутствие. В 1410 году под деревней Грюнвальд
произошла крупнейшая битва средневековой Европы. Польско-литовское войско разгромило Тевтонский орден, государство рыцарей-крестоносцев. Позже победители уверенно двинулись к его столице, крепости Мальборг. Они не сомневались, дело займет пару дней. Защищать ее почти некому, большинство рыцарей полегло под Грюнвальдом. Но как только армия подошла к стенам, солдаты застыли. Перед ними выросла багровая скала из кирпича, уходящая в небо, и каждый в этом огромном войске почувствовал себя бессильной мурашкой. На удивление, захватчикам так и не удалось захватить замок. Спросите, почему? Как крепость, которую почти некому было защищать, разбила целое войско победителей, вы поймете через пару минут. Но сначала давайте узнаем особенности этой крепости. Знакомьтесь. Это Мальборг, по сей день самый большой кирпичный замок в мире. Стены 20 метров в высоту. С двух сторон крепость прикрывали река и болото. Штурмовать можно было лишь с одной стороны. Первое, что встречало врага — глубокий ров с водой. Упасть туда в доспехах под 30 килограммов означало пойти ко дну и не вынырнуть. Но ров был только началом ужаса. Мальборг — это не один замок. Это 3 крепости, встроенные одна в другую. Если были пробиты главные ворота, враг оказывался в замкнутом каменном мешке под смертельным обстрелом со всех сторон. А за ним стояла новая стена, выше прежней. Сверху через отверстие вкладки лился кипяток и горящая смола, которая причиняла врагам адскую боль. Крепость работала как единый большой механизм. Но взломать стены — это было только первое испытание. Второе не мог решить вообще никто. Именно второе испытание и ломало осаждающих. Мудрые захватчики обычно брали крепость измором. Но строители продумали автономность для крепости до мельчайших деталей. По всему периметру была построена сеть колодцев, и дефицита воды никогда не было. Уморить голодом крепость было невозможно. Под крепостью скрывались огромные подземные склады с запасами еды на 2-3 года. Даже зерно мололи на собственной мельнице внутри стен, а работала она с помощью силы воды от реки, протянутой возле замка. Но самое неожиданное — впереди. В долгой осаде убивала не сталь, а грязь. Болезни выкашивали лагеря быстрее стрел. И тут у Мальборга была сконструирована сеть уборных, которые превзошли свое время. Все нечистоты уходили наружу, за стены замка. Внутри оставалось чисто, и это разрешало пережить самые длинные осады. Мальборг был неприступен благодаря его стенам. Следующей крепости хватило одной скалы. Представьте крепость, которую построили из чистого страха. Один человек так боялся, что до него доберутся, что спрятал свой дворец на вершине отвесной скалы. Там, куда не подняться ни одной армии мира. Кого он так боялся и чем все это кончилось, вы сейчас узнаете. Знакомьтесь. Это Сигирия, львиная скала в самом сердце Шри-Ланки. Сегодня здесь руины. Но 1500 лет назад, в V веке нашей эры, на этой скале стояла одна из самых неприступных крепостей своего времени. Скала поднимается над джунглями почти на 200 метров, и она так крута, что кажется, будто наверх нет пути вовсе. Воин у ее подножия чувствовал себя ничтожной песчинкой. А ведь скала эта была только последняя линия обороны. До нее врагу нужно было еще дойти. Крепость окружали не один, а целых 3 кольца рвов и земляных валов. Внешний ров шире 50 метров и глубиной в человеческий рост. А в воде, по преданию, держали голодных крокодилов. Но самое необыкновенное в крепости — ее вход. Подняться наверх можно было только через одно место. Гигантские каменные лапы льва, отсюда и название — Львиная скала. Проход между ними так узок, что враг протискивался по одному, согнувшись прямо под стрелами сверху. А у самой скалы врага ждало то, против чего пехота была бессильна — боевые слоны. В древней Шри-Ланке слон был танком своего времени. Он проламывал строй, опрокидывал людей, крушил все на своем пути. Но зачем прятать царский двор на вершине скалы посреди джунглей? Ответ таится в человеке, который все это затеял. Царя звали Кашьяпа. Чтобы получить трон, он убил родного отца, замуровав его живьем в стену его дома. Но был человек, которого Кашьяпа боялся до конца своих дней.
его сводный брат и законный наследник трона. Тот поклялся вернуться с армией и отомстить за отца. Вот из этого страха и выросла Сигирия. Кашьяпа искал место, куда не дотянется ни одна армия, и нашел скалу, которую нельзя взять. 18 лет он превращал ее в неприступную крепость и царство из его фантазий. А потом настал день, которого он ждал и которого боялся больше своей жизни. Брат вернулся с войском. И вот в чем вся ирония. За 18 лет над облаками Кашьяпа уверовал в собственное величие. Дерзость пересилила страх, и он спустился в бой, даже не попытавшись оборонять скалу, которую строил все эти годы. Его бой пошел совсем не по плану. По преданию, в разгар боя его боевой слон вдруг развернулся, потому что искал удобную позицию. Но войско решило, что царь бежит, и дрогнуло. Кашьяпа, не желая попасть в руки брата живым, и покончил с собой прямо на поле битвы. В итоге крепость Сигирия, которую невозможно было взять штурмом, так и не приняла ни одного удара по стенам. Ее погубила дерзость и амбиции ее создателя. А теперь со Шри-Ланки передвигаемся к самой необыкновенной крепости Японии. Представьте замок, который выглядит не как грозная военная цитадель, а как ожившее произведение искусства. Белоснежные стены, парящая крыша с изящными изгибами и цветущая сакура вокруг. За эту невероятную грацию его прозвали замком Белой Цапли. Кажется, что это хрупкий парадный дворец для чайных церемоний, но это впечатление обманчиво. Перед вами одна из самых коварных, изощренных и смертоносных ловушек в истории человечества. За все время бурных междоусобных войн самураев этот деревянный замок не просто ни разу не пал. Ни один вражеский солдат вообще не смог дойти до его центральной башни. И не потому, что его защищали неприступные стены. Враги ломали свой разум еще на подступах. Знакомьтесь, это Химедзи, главный оборонительный шедевр Японии, построенный в начале 17 века. Вся территория вокруг замка — это безумная паутина из закрученных спиралью тропинок, тупиков и ложных проходов. Когда вражеская армия врывалась в ворота и видела перед собой главную башню, солдаты бежали прямо к ней, но дорога внезапно делала резкий поворот и уводила их в противоположную сторону. Нападающие оказывались в узких каменных коридорах, которые сужались так, что идти можно было только поодиночке. И пока самураи метались по лабиринту, пытаясь понять, куда идти, стены вокруг них буквально оживали. В них были прорублены сотни скрытых окон. Из них по зажатому в тиски врагу открывали шквальный огонь из мушкетов и луков. Враг не видел защитников, а защитники расстреливали его в упор, как мишени в тире. Любая попытка штурма превращалась в блуждание по идеальному конвейеру смерти. Но представьте такую ситуацию. Если бы враг каким-то чудом преодолел лабиринт и поджег деревянный замок, его ждал бы крах. Японские инженеры покрыли каждое бревно и каждую стену толстым слоем особой негорючей белой штукатурки из извести и травяного клея. Поэтому замок был буквально защищен от огня. А самое главное пряталось внутри. Химедзи был устроен так, чтобы жить в осаде месяцами, ни в чем не нуждаясь. За белыми стенами скрывался целый автономный город. Кухни. Огромные, с рядами очагов и котлов, где можно было готовить еду сразу на весь гарнизон, сколько бы ни длилась осада. Склады провизии. Горы мешков риса, бочки, кувшины с припасами. Запасов хватало надолго. Арсеналы. Целые залы, увешанные оружием. Копья, луки, фитильные мушкеты, доспехи. Все готово к бою в любой момент. И вода. По всей крепости было вырыто около 30 колодцев. Даже полностью отрезанный от мира замок никогда не страдал от жажды. В итоге Химедзи так и остался абсолютно непобежденным. Враги отступали, понимая, что штурмовать этот замок значит добровольно подписать себе смертный приговор. А сейчас отправляемся с Японией к Словении. Представьте замок, вшитый прямо в скалу. Он вырастает из отвесной каменной стены на высоте 120-метрового обрыва. Такое чувство, что замок словно спрятанный в пасти огромной пещеры. И вот в чем загвоздка. Единственный путь внутрь крепости идет через пещеру. Почему эта пещера наводила смертельный страх на захватчиков? Это вы скоро узнаете. В 1483 году под этой скалой встала армия императора Священной Римской империи.
Солдаты запрокидывали головы, и по рядам расходилось одно и то же понимание. Взять замок штурмом невозможно. Тогда командующий, наместник Триеста Гаспар Раубар, отдал единственный разумный приказ – не штурмовать, а взять измором. Солдаты обложили скалу со всех сторон, перекрыли дороги и стали ждать, когда в замке кончится провизия. Но проходили недели, а осажденные и не думали сдаваться. Мало того, однажды сверху, прямо на головы солдат, посыпались свежие вишни. Рыцарь Эразм, хозяин замка, будто издевался над захватчиками. Раубар был в бешенстве и не мог понять одного. Откуда в отрезанном от мира замке берется свежая еда? Ответ прятался там, куда осаждающие не смели сунуться — в пещере. Знакомьтесь, это Предъямский замок в Словении. Уникальный гибрид человеческой инженерии и природной маскировки. Но замок был вмурован не просто в скалу. Он закрывал собой вход в огромную карстовую пещеру, уходящую в самое нутро горы. Тьма здесь такая плотная, что факел освещает лишь пару шагов, а дальше — черная пустота, из которой веет холодом. Пещера похожа на лабиринт каменных ходов, где легко сгинуть навсегда. В ее сводах и сегодня висит огромная колония летучих мышей. Только представьте, внутри пещеры вечно капающая со стен вода, и над головой тысячи спящих крыльев. Ни один солдат Раубара не рискнул бы войти туда даже с факелом. А хозяин крепости Эразм знал эту пещеру как свои 5 пальцев. Сквозь нее, через тайный ход в толще горы, шел путь к дальней деревне. Пока армия годами караулила ворота, рыцарь спокойно выходил с другой стороны горы, набирал припасы и возвращался нетронутым. Это невозможно представить, но замок все-таки пал перед врагом. Вы спросите, как? Его взяли одним единственным предательством. Однажды слугу предателя подкупили враги. Он должен был подать знак, когда барон уйдет в уборную. Единственное место замка, что торчало из-под защиты скалы. Осаждающие заранее выставили орудие на склоне напротив, наведя его точно на эту пристройку. И когда в окне вспыхнула условленная свеча, грянул выстрел. Одно ядро, посланное через долину, оборвало жизнь самого дерзкого рыцаря Европы самым нелепым образом в истории. И в результате крепость сдалась только потому, что потеряла своего лидера. Предъямская крепость и сегодня остается одной из самых необычных в мире. А теперь отправляемся к нашему последнему замку. Представьте крепость, к которой невозможно подойти. Не потому, что высоки стены или глубок ров, а потому, что вокруг нее на многие километры только открытое море. Она стоит на одиноком острове посреди волн. Ни дамбы, ни моста, ни отмели. Чтобы просто добраться до ее стен, нужен флот. А флот, подошедший к этим стенам, ждала смерть. Но у крепости был один недостаток, о котором вы узнаете позже. Все началось в 17 веке. Западным побережьем Индии, богатым Конканским берегом, правила необычная сила – сидди, потомки африканцев. У них был лучший флот в этих водах и неприступная база – крепость Джанджира. Опираясь на нее, они хозяйничали на всем побережье. Облагали данью торговые корабли, грабили порты, уводили тысячи пленных. И это встало костью в горле человеку, который мечтал о собственном государстве на этом берегу – Шиваджи, основателю державы маратхов. С 1659 года Шиваджи год за годом слал против нее войска. Он выиграл у Сидди множество битв, отобрал их богатейшие земли, но саму Джанджиру взять не мог. Флот Сидди прорывал любую блокаду, а стены, встающие прямо из воды, не брал ни один штурм. Была у неприступности Джанджиры одна зацепка. Остров лежал не в открытом океане, а всего в паре километров от берега. Их разделял неширокий и мелкий пролив. Шиваджи пришла дерзкая идея. Он понял, если к острову нельзя подплыть, значит, нужно убрать саму воду, засыпать пролив. Он начал заваливать пролив камнями, строить каменную дамбу прямо через море, чтобы засыпать канал между берегом и крепостью и провести армию к стенам посуху. Камень за камнем море отступало. Впервые за всю историю Джанджира была на волосок от падения. И тут вмешалась судьба. В самый решающий момент на земли Шиваджи напали моголы. Ему пришлось бросить все –
недостроенную дамбу, почти взятую крепость и вернуться защищать свое государство. В итоге Джанджиру спасло не море и не ее пушки. Ее спас удар в спину ее врагу. Знакомьтесь, это Мурут Джанджира, непобедимая крепость Аравийского моря. Островная твердыня у западного побережья Индии, которую за всю историю не смог взять никто. Ее сила начиналась с самого моря. Крепость занимала целый остров, 22 акра камня, обнесенный стеной высотой с 4-этажный дом, поднимающийся прямо из воды. А на этих бастионах стояло более 570 пушек. Эти пушки били так далеко, что вражеские корабли шли ко дну еще на подходе, не успев даже приблизиться к стенам. И вот главная причина, которая делала осаду бессмысленной. Кажется, что можно отрезать логистику, и через неделю у защитников кончится пресная вода, ведь кругом только соленая. Но у Джанджиры была своя хитрость. Дождевую воду собирали и хранили в огромных подземных резервуарах под крепостью, и обильные муссонные дожди наполняли их снова и снова. В итоге за всю свою историю Мурут Джанджира не пала ни разу. Ее погубило не оружие, ее погубило время. Когда закончилась эпоха парусов и пушек, крепость просто опустела. Ее оставили сами хозяева, потому что защищать больше было не от кого. Крепость, которую не смог взять никто, сдалась только одному противнику – забвению. Вот и конец нашего путешествия. 6 крепостей, и ни одну не смогла взять чужая армия. А те, что все-таки пали, пали не от врага. Их сломил свой же человек, чья-то гордыня, чье-то предательство. Оказалось, самую крепкую стену пробивает не таран, а тот, кто стоит за ней. А какая из этих 6 крепостей поразила тебя больше всего? Пиши в комментариях и подписывайся, дальше будет еще интереснее.